Это трогательная и одновременно удивительно философская история. Маленький бродячий кот, выбрав необычную форму оплаты за рыбу, принеся сухой листочек в зубах, словно валюта, способна растопить сердце любого. Но за этим простым поведением скрывается гораздо больше. Тонкая грань между инстинктом, наблюдением, адаптацией и, возможно, глубокой эмпатией. Когда Джо Корриган, владелец уютной рыбы-ланчки, впервые увидел, как у него на прилавке появляется сухой листочек, он просто улыбнулся. Особенно в тот момент кот неловко сдавливал листовую купюру в зубах, подходил к прилавку и настойчиво что-то ожидал. Такое поведение обычно вызывает удивление и умиление. Ведь мы привыкли, что за продукты расплачиваются едой, деньги, картами, но не сухими листьями. Позволю себе предположить, что Джо был человек с хорошим чувством юмора и легким характером. Ведь в противном случае вместо улыбки он, возможно, просто стряхнул бы лист как сор и продолжил бы торговлю. Но нет, он посмотрел на это с весельем и интересом. Безусловно, момент был добрым, трогательным и заставлял задуматься, насколько животные способны реагировать на человеческие условности. Предположим, что кот из любопытства наблюдал за покупателями Джо. Каждый раз, когда кто-то покупает рыбу, клиент протягивает бумажные деньги. Кот, расположившись неподалеку, стал свидетелем этой сцены. Бумага, рыба, бумага, рыба. И снова бумага, рыба. Инстинкт сам по себе– мощный мотиватор. Многие животные наделены способностью учиться, наблюдать, ассоциировать. Например, ворона бросает желуди на асфальт, ждет, пока автомобиль расколет их и съедает орешки. Кот, возможно, увидел параллель. Лист– бумага, оплата– рыба. И как интеллектуальный участник этой динамической сцены он решает: если я принесу бумагу, то мне дадут рыбу. То есть вполне возможно, это не просто забавный поступок, а настоящая попытка коммуникации. Представьте себе, как столь маленькое существо буквально заглядывает в суть мировой экономики, пытаясь воспользоваться ее правилами. Конечно, это не человеческое сознание, но наблюдательная способность и адаптация уже очевидны. «Мне ничего не остается делать, как принять листочек в уплату за рыбу», — пишет Джо. Эти слова говорят о многом. Во-первых, о доброте. Человек, оказывается, готов следовать правилам, придуманным не им, ради маленького бродячего, и принимает валидный по его котом системе обмена лист. Во-вторых, это акт человечности и игр отражения. Если кот приносит лист, то пусть получит рыбу. Мы, люди, иногда настолько погружены в повседневность, будучи занятыми делами, что забываем об элементарной игре, спонтанности и веселье. А вот Джо, встречаясь сегодня со странным клиентом, достигает и улыбки, и трепетного восприятия момента. Джо снял видео, как кот приводит расчет листом и опубликовал в соцсетях. Интернет любит такие короткие, искренние и трогательные истории. И не просто лайкает, не просто шарит, но и отражает. Немало людей написали, что сталкивались с подобным поведением котов, которые приносят листочки, маленькие подарки или оплачивают ими свои трапезы и угощения. И вот на одной из таких страниц хозяин кота рассказывает: «Мой пушистый каждый день приносит листик, словно ритуал, расчет, и ждет своего лакомства». Другой делится, как кот приносил веточку, коготок, даже металлический колпачок. И так выглядело, будто он готов бартер устроить. Это социальная реакция, не просто массовость, а свидетельство того, что история о животных, которые проявляют наблюдательность и понимание основ обмена, пробуждают в нас веру и теплую нежность. Ведь животное, лишенное слов, нашло способ коммуникации.
Присмотримся внимательно к тому, как устроен мозг домашнего или уличного кота. Наблюдательность. Коты– хищники, но еще и выдающиеся наблюдатели. Они запоминают мелкие детали, связывают действия с последствиями. Если каждый день касание листа бумаги приносит пищу, они заметят закономерность. Адаптация. Кот не машина, он чувствует динамику. Сегодня он увидел, бумага служит пропуском к пище, и он включается в эту игру. Вопрос, лист ли ценнее хлеба? Ответ– нет, но лист все же станет способом получить его. Имитация поведения. Как дети-коты могут копировать действия, даже не до конца понимая их суть, если они приносят вознаграждение. Психологи называют это оперантным условием. Действие-результат и повтор. Индивидуальность. Не все коты так делают, но каждый имеет свой характер. Одни любопытствующие, другие осторожны, третьи любопытны. Этот кот явно наблюдатель, способный менять сценарий своего поведения, а не просто ждать подаяния. И вот мы снова возвращаемся к копить. Связь между ними. Человек и кошка– железное правило экономики и природное творчество. Сухие осенние листья– символ, отражающий вещи. Они олицетворяют смену времен года, жизнь и завершение, движение по кругу. Что может быть более символичным, чем кот, приносящий часть природы в обмен на человечью плату? Не зря художники, поэты часто использовали образ опавшего листа как символ чего-то умирающего или обновляющегося. Кот выбирает лист, красивый, с прожилками. Он как будто выбирает не просто мусор, а артефакт, подходящий по форме и текстуре. Возможно, каждый день он скрупулезно выбирал валюту, желая, чтобы расплачиваться однообразно, но красиво. В социальных сетях люди делятся. Их коты приносят детали, камешки, бумажки, ягоды, игрушки. И в большинстве случаев, чтобы поменяться на вкусняшки или просто заслужить внимание. Многие писатели и блогеры отмечают, что такое поведение не редкость. И подтверждение этому– мой барсик каждый раз приносит мне орех, когда хочет полакомиться сыром. Смотря на него, кажется, будто он торгует своим товаром. Коты материализируют обмен, они просто следуют правилам, подмеченным нами. Это живое подтверждение того, что обмен– это универсальная концепция, знакомая как человеку, так и животным. И если кот не может использовать бумажку и валюту так же, как мы, он приспосабливается к доступным ему средствам. Конечно, мы не можем говорить о полном экономическом сознании у животного. Но факт очевиден. Кот научился концепциям, даже если он не понимает концепцию доллара или евро. Он понял, что существует определенная последовательность. Приносишь лист– получаешь рыбу. Это базовый обмен, элементарный рубеж в научном процессе. Перед нами не просто игра, перед нами наблюдательный алгоритм. Кот вводит переменную лист, экспериментирует с ценностью, получает смысл и повторяет, пока результат подтверждается. Это свежий взгляд на непрекращающуюся игру жизни. Кто учится быстрее, гибче, быстрее реагирует, тот выживает. Эта история напоминает нам о тонкой грани между дикой природой и цивилизацией. Мы люди, которые создали деньги, символы, обмен. Но подобный обмен возник и вне нас, в сотрудничестве, в взаимной выгоде, в смыслении взаимных действий, которые стимулируют результат. Код напоминает нам, мир не безучастен к нашим символам. Мир чувствителен, наблюдателен, реагирует. Лист– рыба, вот простейшая валюта. Без долгов, кредитов, счетов, но удовольствие от еды и внутренней игры. И Джо– это тот, кто принял символы. Он не стал потворствовать мифам и суевериям. Он просто позволил волшебству быть. Эта история– маленькое зеркало, дающее огромный смысл.
Она показывает, насколько животные способны ассоциировать и экспериментировать. Напоминает нам об эмпатии. Что-то, что выглядит нелогично, может стать настоящим для другого. Вдохновляет нас быть более гибкими, принимать маленькие чудеса, где они есть. Показывает, что ценность– понятие относительно и может быть понятно маленьким котам так же, как и сложным людям. Пусть сухие листочки и не имеют цены в нашем мире, но для этого кота они– валюта, инструмент общения, символ доверия. А Джо, принявший их, стал участником трогательного социального и философского эксперимента. И это настоящая поэзия человеческой животной истории. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!